Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры! В этом видео мы познакомим вас с торговой стратегией Форекс, которая называется Костик. Более подробно с ней, как всегда, можно ознакомиться на сайте strategiefeu.ru. Там же можно скачать и шаблон для терминала МТ4, а также дополнительные индикаторы к данной стратегии. Итак, стратегия эта предназначена для валютной пары британский фунт, американский доллар, временной интервал 1 час. И для начала нам потребуется установить на график следующие индикаторы. Ну, во-первых, это индикатор STR-Conf с параметрами по умолчанию и MTF Stochastic 2.0 тоже с параметрами по умолчанию. Здесь добавляем уровни 20 и 80. Теперь давайте разберемся с условиями на вход в рынок. Начнем с примеров на покупку. Мы разделили два варианта входа. Первый вариант — это когда у нас индикатор Stochastic показывает уже рост. Красная линия находится ниже синей. Они растут и находятся в диапазоне от уровня 20 до уровня 80. В этот момент мы ждем, когда индикатор STR-Conf, находящийся ниже своей синей отметки, то есть он мог и раньше находиться, но здесь мы вышли ниже, после этого уже ждали, когда мы вернемся, и все это выше нулевой отметки, по крайней мере, красная его линия должна находиться выше нулевой отметки, когда выйдет выше синей, и заключаем здесь сделку на покупку. Стоп-лосс 35 пунктов, прохождение 30 пунктов в положительной зоне — это перевод в безубыток, и дальше наш take-profit — это 120 пунктов. Это что касается одного из вариантов входа на покупку. Теперь давайте посмотрим еще на один вариант. Здесь обратите внимание, индикатор STR-Conf, уже его красная линия находится выше синей, и обе эти линии находятся выше нулевой отметки. Нам теперь нужно дождаться, наоборот, момента, когда индикатор Stochastic выйдет полностью выше своей отметки 20. То есть здесь уже красная линия наконец вышла здесь за этот уровень. Синяя линия находится выше красной, следовательно, сигнал получен. Заключаем сделку на покупку. Остальные параметры те же самые. 35 у нас стоп-лосс и 120 take profit. Теперь давайте посмотрим на продажи по варианту сигнала от Stochastic. Здесь обратите внимание, STR-Conf, его красная линия находится ниже и синей, и нулевой отметки. Синяя без разницы, где находится. И мы ждем, когда произойдет пересечение этих линий. Вот обратите внимание, красная оказалась выше синей. И находимся мы в диапазоне от 80 до 20, значит можно заключать сделку на продажу. Опять же, 35 пунктов стоп-лосс, 120 пунктов take profit. И, наконец, еще один вариант на продажу. У нас здесь линия индикатора Stochastic показывает снижение. Красная выше синей. Находимся выше уровня 20, но ниже уровня 80. Здесь все нормально. И обратите внимание, когда STR-Conf оказался выше своей синей линии, ждали, когда он опустится ниже, красная его линия, опустились, и здесь сразу заключаем сделку на продажу. Опять же, параметры те же самые. Можно увидеть, что здесь были повторные сигналы, но повторный сигнал можно рассматривать только тогда, когда предыдущий сигнал уже переведен в безубыток. Ну, давайте посмотрим вот сюда. Здесь мы видим, что вот наконец вышли, вроде как и здесь уже в безубытке, но обратите внимание, Stochastic уже ниже уровня 20, поэтому данный сигнал мы рассматривать не могли. Вот, в принципе, и все, что можно сказать по данной стратегии. А с вами был Сергей Гаспарян. Спасибо всем за внимание. Успешной вам торговли. До свидания.